Опа. Всем доброе ташкентское утро. Сегодня мы отправляемся в горы на 2 дня с моей любимой подругой Джиной и с новым питомцем Щеглом по имени Лёлик. В путь, друзья мои. Погнали? Целуй папку. Погнали? Хе-хей! Гуляю на днях в торговом центре, захожу в парфюмерный магазин. Нюхать начинаю, одно, другое, так все нравится. И уже стою такой, выбираю между одним и вторым, что купить. А потом смотрю на ценник и понимаю, что у меня же дома еще есть. Вчера заправил бензина, обнулил. Уже проехал 17 километров. И когда приедем уже домой с гор, надо будет не забыть посмотреть, сколько я проехал в общем. Твоя собака? У меня тоже здесь собака. Не кусается? Какой большой. Привет, собака, ты такая большая. Твой, да? Как зовут? Шер. Девочка? Мальчик? А, мальчик. Хорошо. У меня питбуль там. Сидеть. Сидеть, понимает команды? Такой большой. А он это дерется с собаками, если сейчас понюхать? Шер. Ой, какой важный пес. Молодой, да? Да. Иди сюда. Ему гороса. Вот такой алабай, друзья, лапы огромные. И добренький. Так, остановился. Тачок увидел, прикиньте. Кто-то здесь сетями щеглов ловил или ловит до сих пор. Значит, здесь щеглы есть. И здесь люди ловят. Вот это называется, друзья, тачок. Но мы в детстве из металлического проволоки такой толстой делали. Щеглы, значит, стайка сюда садится и сеть накрывается. А они садятся, когда манок их зовет, на колючки, на вот это садятся. Вот, друзья. Я думаю, здесь щеглов дофига должно быть. Диночка моя сладкая. Поехали дальше. Эх. Вот постоянно выхожу, то камушки где-то уберу острые. И высматриваю, как мне тут проехать. Я вот не знаю, как я тут проеду. Вот эту речку-то ладно, я еще проеду. А вот тут грязюка. Я сейчас тут застряну. И буду скользить. Ай, бля, все, я тут не проеду, это точно. Я сейчас губой упрусь вот тут вот. И все. Да. Даже пробовать не получится. И здесь я тоже не проеду. Жесть. Чуть-чуть осталось до того дома. Дальше некуда, оказывается. Если сверху смотреть... Вот тут настолько уже глубокая колья, блин, по камере вообще не передается. Чтобы вы понимали, вот тут вот огромная вот это вот бугорок, который я цепану губой. И все, я не проеду тут. Короче, я доехал. Вот, слышите? Доехал до сюда. И слышу, щеглы летают тут. Быстро вытащил своего. И вот они перекликаются. Повесил своего вон на дерево. Вы слышите, поет. Вон он сидит.
он сидит. Че ты так скрипишь, овца? Странно. Поводок берем с собой. Все, Джина, приехали. Какое-то пастбище, по-моему, бывшее. Вокруг, короче, больше ничего нету. Вот стоило, походу, здесь вот живут эти лошади. Может, жили раньше. Хотя я вот смотрю туда на гору, вон там они пасутся. Там снег, смотрите, наверху на горе лежит. Щегол, короче, улетел. И что плохо, здесь, видите, нереально встать ровно. То есть я под уклоном, вот, чтобы вы понимали, вот горизонт ровный. Машина под уклоном. Это более самое нормальное ровное место. Везде еще хуже уклон. Ладно. Главное, чтобы она под уклоном потом завелась у меня. Сейчас, короче, его отнесу вон туда подальше, к домику. И будем здесь с Жинкой располагаться. Вместо палатки. Пойдем посмотрим, что у нас. О, даже веник есть. Надо будет подметем. О, так. Здесь, короче, все из глины сделано. И летом, когда сильная жара, здесь очень прохладно будет для жителей. Пастух или кто здесь живет. Вот окошко такое есть. Не надо никакие рамы. Просто смотришь, кто едет, и все. Дорога сюда одна, походу. Вон то, оттуда. Щегла здесь повесил, вон. Класс. В окошко выглядываешь. Дверь даже не нужна. Самое главное, крыша есть, если дождь пойдет, и все. Хотя надо какие-то двери, да, вдруг медведь придет. Как прятаться от него? Ну, типа от медведей вот такие заборы. Видимо, летом сюда приходят жить. Видите, тут все. Как, откуда они эти брали? Бревна. А, вот растет ива, наверное. Да, Джина? Сейчас я тебя зафиксирую на крючок. Или и так пойдет. Я вот как вспомню свое детство, когда мы ходили щеглов ловить. Идешь просто на наше условное место, да, где мы должны сесть. И, короче, а еще не разложился, сеть не поставил. Птицы твои, манки все в рюкзаке. Ты идешь утром рано, рассвет, и уже солнце встает, и начинается у щеглов пролет. Джина, водичку пойдем пить? Пролет у щеглов начинается. И ты идешь, чуть-чуть опоздал, надо было до пролета ставиться. Будешь водичку пить? Иди пей. Не хочешь? Я думал, ты воды хочешь пить. Иди воды попей, Джинка. Он попьет сейчас. Там грязюка такая. О, прям в грязь пошла. Ох. Ага, и ко мне подошла обязательно. Ладно, пошли, не хочет она воду пить. И, короче, вот этот адреналин, когда ты идешь, птица твоя в рюкзаке, и стаи начинают пролетать. Ты такой, блин, быстро, короче, раскидываешь рюкзак, достаешь птиц, твои начинают звать стаю щеглов, она где-нибудь садится на дереве, ты достаешь быстро сеть в любом таком месте, чик-чик-чик, разбиваешь, ставишь, тяп-ляп. Такой адреналин, блин, интерес, хобби вот это наше было. И ты такой расставился, все готово, и стайка берет и улетает. Вот это пипец. И так с утра до вечера сидишь, ждешь щеглов. Они то мимо пролетят, то прилетят, улетят. Кто-то прилетит, поймается. Сегодня погода супер. Небо голубое. Завтра, послезавтра вообще жаркая погода 20. Так что припухнем здесь. Вот мне интересно, где этот каньон. Он либо там, по карте, вон там столько орлов летает, кружат, короче. Либо с этой стороны каньон. Там, короче, знаете, водопад высокий такой. И вот, значит, и вот так резкие скалы, обрывы. Обрыв такой скалистый.
каньон внизу глубоко, там далеко так. Вот, значит, не по той дороге я поехал. Ну, как по навигатору меня куда повел, туда я и поехал. Надо будет с женой пешком сходить, посмотреть, что там за горой. Может, где-то там каньон. Может, конкретно не получится. Может там каньон, кстати, за горами. Может, туда нереально на машине подъехать прям. Сейчас вот таких колючек нарву. Щеглы вот их едят. Епенник. Нарву туда рядом поставлю. Типа приманка будет. Да, Джина? Потом будем у машины сидеть, птичку нашу слушать и кайфовать. Ты молодец, дай папе. Джина, апорт, дай папе. Вот так, умничка. Чё, моя хорошая? Ай, ты, Динка, играть со мной хочет? Сейчас, Динка, я машинку подготовлю. Расстелю наше ложе. Чтобы ночью потом не мучиться. Так, это наоборот. Вот так. Вот, друзья, в Коптиве можно спать даже 2 человекам легко. В ровный пол сиденья складываются. Вот это пассажирское тоже складывается в ровный, получается длинный такой. Сюда вот подушку кладешь, вот эту. Оп. Все. Там тоже все освобождается. Куда-нибудь туда, либо сюда, либо сюда. В ногах тоже места полно. И все. Ложе огромное. Можно спать, кайфовать. Да, Жена? Но ты грязная, я тебя туда не пущу. Ты сейчас через речку переходила. Там, кстати, вон снег лежит. Можно прогуляться туда. Ой. Андрей поплыл. Шашлык-машлык, Жена. И что ты так на меня посмотрела?
Ты классишь, Динка? Иди сюда, здесь. Что-то стало холодать. Не пора ли нам поддать? Солнце уже село за горы, а тут еще все освещает таким ярко-красным. У меня шашлычки скоро будут готовы. Блин, такой ярко-оранжевого цвета закат. У меня же глаза. Смотрите, какая рука красная. О. Решили перед едой, на ночь глядя, в поход сходить туда наверх. Смотреть, пока у меня там угли тлеют. О, машинка. Мы пока с Джиночкой калории поджигаем. Вы видите Джину? Фу. Надеюсь, тут нет медведей. Джина так забирается наверх, останавливается назад, смотрит: папка, ты где там идешь? Нет. О, патрон нашел. 12-й калибр. Я в них не разбираюсь, конечно. Кто-то на кого-то здесь охотился. Короче, тот щегол посидел тут, попел, поперекликался с моим. А мой же там был, висел. Даже не подумал туда прилетать, посмотреть, что там интересного. Посидел, попел и улетел. Потому что они все сытые сейчас. Пока снегом не засыпало вот этот репейник, вот эти белые семечки, это репейник. Вот видите, белый. Это подсолнух черный, а белый репейник. И вот они кушают эти колючки, репейники. Пока их снегом вот не засыпало, они все сытые. Да, они могут тут полетать, присесть, попеть вместе, посидеть. И все, улетят. Слышите, какая-то стрельба там? С автоматов, с пулеметов, что ли, стреляют.
Слышите? То ли волки, то ли шакалы. Короче, они вот тут, близко, в ущелье. Сижу, короче, кушаю. Джина там. Ну, сначала, когда еще светло было, ну, закат уже, Джина все время туда смотрела. Походу, у них там и эта пещера, логово. Вот стемнело. Они орать сначала начали. Как-то странно. Я подумал, то ли человек, то ли кто там орет. Ой, смотрите, звезда, метеорит. Вы видишь? Видишь, вон. Охренеть. Нифига себе. Метеорит такой длинный, долго летел. Пипец, короче, на старом мотоцикле. Иш или Урал, как они называются. Два чувака поехали куда-то в горы. Здесь проехали, говорят, ассаламу алейкум. И дальше поехал. Куда они поехали? На ночь глядя, да, Джина? На, мяшка тебе. Большой кусочек самый. Ты его глотаешь, да? Сразу. А папка вот жует, смакует, наслаждается вкусом. Да. Одну палочку Джинки дам. Ужин для нее. Курдюк. Курдюк был такой большой, вот смотрите, вот какой был курдюк, смотрите, видите? Огромный. Ужарился весь и стал вообще маленький. Жир с него вот он курдюк. Сало баранье. Вкусный, да, Джинка, курдюк? На тебе еще последний. Все. Вот там за моей спиной, Джина, нельзя. Слышны выстрелы, слышите? Из танков стреляют, и с автоматов. Или с пулеметов. Походу там где-то полигон находится. Ну, где-то здесь в горах, короче, полигон находится. Ну, ощущение, как будто бы где-то со стороны города. Ну, там же не могут стрелять. Просто так кажется. На самом деле, я думаю, где-то либо за этой горой, либо за той горой полигон находится. Бля, друзья, это что за хрень, смотрите. Вы видите? Какая-то длинная полоса. Блин, телефон у меня вообще не берет. Ой, бля, исчезла. Охренеть. Че, сломался мотоцикл, да? Скорость. Ага. А как ты сейчас поедешь? Пешком, что ли? Заводить. Ага. Ой, эх. Ipiniz yok mu? А? Orhan? Bo'ldi, kelamiz, boring. Бензин бор? Bor, benzin. Джина, yok, нельзя, Джина. Qayerdan turasiz aka? А? Tashkent. Да, Ташкент. Bratан. Это что за мотоцикл? Иш? Ish, mana Урал? Ish. А, Иш. Mana sinib ketdi. Масло? Skurs. А, скорость. Aka, siz yaxshi bo'lib qolib chiqib qo'ygansiz aka. А? Siz chiqqaningiz yaxshi bo'ldi. По-узбекски не понимаю, братан. Rahmat. Чумадом. А, бопты. Рахмат. А где второй человек? Tog'da olib ketdi, tog'da. Ikkita Ikkita edik-ku. bola. Ikkita bola. Samga do'st qani? O'rtog'immi? Ага, o'rtoq. Adam, akam. Qani? Tog'da olib ketdi. Куда? Tog'da. Uyga? Toqqa.
Nima? Tavda qolib ketdi, tavda. Давай. Что, заведется? Qat. Senga necha yosh? Hm? Senga necha yosh? 10. 12. 15, 15. 15? Ha. Что, заведется? Гыр-гыр-гын. Ha, unday. Давай. Qirq bo'lmayapti shu. Давай. Brat, Ha. mototsikl bitib turing. Толкать? Ha, talkay. Давай. Gaz ber, bitib mototsikl o'zing. А, поддержать? O'ynatib turing. Поддержать? Ha, o'ynatib. Давай. Скоростini ketgan. O'ynating. Давай, давай. Bunday narsa yo'qmi sizda? А? Bunday narsa yo'qmi? Чумадом, не понимаю, братан. Rahmat o'zingizga. Ладно. Shukr. rahmat. Chiqib qoldi. Как ты один тут далеко ездишь? Тут же это медведи. Medved yo'q. Ёк, медведь. Medved yo'q. Medved bo'lgan o'sha yuradi. Ili qolib chiqmaydi. А нема там это бух-бух? Автомат, пулемет. Давай. Bla, o'tirtirmayapman. А? O'tirtirmayapman. Что надо делать? Kurs. Birga tushish kerak. Давай вот так. Nima? Poskopsingiz yo'qmi? Ёк. А, плоскогуб двор. Надо, керак? Nima? Плоскогубцы. Ha, Керак? ha. Хозыр. Капец, пацан сломался. Хозыр. Ishlaringiz bo'lsa olib chiqib turing. А? Ishlaringiz bo'lsa olib chiqib turing. Ключ ёк. Poskopingiz bo'lsa olib chiqib turing. А, плоскогубца уйга, братан. Ёк плоскогубца. Блядь. Brat, qarab turing, amalda turib olayin bo'ldi. А? Qarab turing fanangizda. Давай. Turing. Нет, свет. Будет? О, давай, толкать. О, давай. Benzin. Бензин жёг. Benzin bor. А, вот это, смотри, он упал. Ha, suv singan-ku. Так надо? Ha. Itarib harakat qilavering. Arqa itarib yuboring. Смотри, капает. Ha, bo'ldi. Itarib yuboring. Эх! О! Блин, пригодилась веревка, как вообще, как воздух она ему нужна была, веревка моя. Блин, вот так, друзья, когда не знаешь, что говорит человек, да, Джина? Ты моя, иди ложись. Вон он поехал. Иди сюда. Ты моя, как Джина начала облаивать его, когда он сюда начал бежать, кричит: акя. Что-то кричит по-узбекски, а я-то не понимаю. Ну, я понимаю некоторые слова, но что он говорил, я вообще не понял. Я понял, что он там акя, что-то там мотоцикл, я так и не понял, что он хотел. Ну, я предполагал, что у него мотоцикл сломался. Но я так понял, я догадывался, что ему помощь, походу, нужна. Но я думал, а вдруг он хочет, чтобы я на машине туда поехал, его вытащил, потянул. Или бензин ему надо, или еще какой-то инструмент ему надо. Я вот этого понять не могу. Он оттуда кричит, Джина на него лает с этого. Он боится, говорит, ид, что-то собака. И, короче, Джинка молодец. Я говорю: братан, я не понимаю, скажи по-русски. Он говорит: брат, русский не понимает, что-то там на узбекском сказал. Не понимает, короче, он русский. Я говорю: а я узбекский не понимаю. Что ты, объясни. Есть, говорю, на телефоне как-то написать через переводчик. Ничего нету, связь, короче, не ловит. И, короче,
Я говорю, не, братан, не понимаю, короче, мы спать. Он говорит, не, брат, что-то он, брат, помоги. Ну, что-то там на узбекском, так я понял, что он сказал. И, короче, я взял Джину, говорю, хоп, кеттик, пошли, говорю. Покажи, что, где, говорю, мотоцикл, я даже не могу. Я говорю, каны мотоцикл? Он говорит, он там. Что-то он там сказал, там, короче. А где там, бля, я что? Я говорю, а тут фолки эти всякие, шакалы воют. Я говорю, медведи есть? Он говорит, не, ёк. Медведь ёк, волк только есть, но он, говорит, ничего не сделает. И, короче, пошел, оказывается, вот здесь вот за горой внизу, есть вот, он, короче, там заглох. И он просил меня, чтобы я ему помог и загнать в гору мотоцикл. Он же не едет. Короче, я ему помог, затолкали. Сюда подогнали. Он там что-то сцепление, одно на русском говорит. Что-то веревкой сцепление завязывает. Наверное, так надо. И тут веревка порвалась. Говорит, бля, короче, все, что делать, а у него веревки больше нет. Я говорю, что, надо веревка? Он говорит, плоскогубцы и веревка есть. Я говорю, плоскогубцы нету, а веревка есть. Говорю, о, брат, он такой благодарный, брат, Закя, рахмат, короче. Ну, вы представьте, да, вот ты один тут в горах за 3-9 земель от города. Один пацан молодой, ему 15 лет, я так понял, на мотоцикле гоняет, блин. Вон он поехал. Фонарик его видно. И, короче, веревку ему свою дал. Он говорит, бля, брат, спасибо. Ну, по-узбекски рахмат говорит. Что-то он там завязал сцепление, короче, оно должно, оказывается, туда защелкнуться. При помощи веревки как-то он это все делал. В общем, получилось. Ой, спасибо, короче, я ему толкнул, он завелся и поехал. Все, Джинка, молодец, помогла пацану, давай спать. Слава Богу. Все, друзья, всем спокойной ночи. Время 7 утра, Джина. А ты уже меня будешь? Села у двери напротив. Говорит, папка, давай вставай, пошли. Тихенько. Холодно, блин, пипец. Да, Жена. Я тут пледом укутавшись, капюшоном накрылся. Холодно, реально. Машину я чуть-чуть окна приоткрыл, чтобы свежий воздух проходил. Но он свежий, конечно, но холодный. Оп. Ой, стаканчик что-то тут валяется. Давай, вылазь. Хорошо, да? Тишина. Птичка наша сидит. Да, Джина, это наша птичка. И с добрым утром, дружок. Я тебе еды принес. Семечки. Вот так. Оп. Вот так. Да. Оп. Все, кушай, дорогой. И никого не слушай. Боярку крупную нашел. Я думал, что Джинка меня сюда притащила. Я думал, ее уже нету. Там деревья все лысые. А сейчас сюда пришли, смотрю, он усыпан, ее потрясти, все посыпется. Можно пособирать, похавать. Да, Джина молодец. Вкусная. Сладенькая такая. Друзья, я родник нашел. Горный. Оттуда, походу, текла. И кто-то трубу просто положил оттуда. С горы. И все. Чисто, экологически чистая вода. Мягкая прям чувствуется. Вкусная водичка, Джина. О,
Все, погнали дальше. Побежали. Ехай. О, там уже, видите, солнце встает. Всем доброе утро. На рассвете. Пипец тут кекликов, друзья. Вот еще один улетел. Джина, аккуратно. О, вон они. И орел. А, нет, ворона. Вот это красота, да, Джина? Вот это думал, что такое, а? Думал, вот эта семечка уже открытая. Оказалось, это жестко ее надо колоть. Блин, там еще выше. Я думал, это уже все, конец. Я хочу посмотреть, что там. Каньон же где-то должен быть. Мы уже и так с тобой высоко поднялись. Вот так приближу, если. Смотрите, как на ладони все. Зинка, пошли. Такая веселая, довольная. Что ты там? Крота нашла, да? Ты прям как это, царь зверей. Стой, Джин, давайте я сниму. Царь зверей, стой. Царя надо со всех сторон заснять, со всех ракурсов. Стой. Вот так. Вот такой царь зверей. Хищница, тигрица, львица. Я вот только не понимаю, куда уезжал вот этот на мотоцикле. Потому что я шел по его следам, а потом я следы потерял. И я залез на самую макушку, я не вижу, куда он здесь. Я думал, может быть, здесь где-то домик есть, где тот чувак живет, или пастух, или кто он там. Второй, который ехал с ним вместе. Кого он отвозил сюда. Ни домика, ничего вообще нет. И следы потерял от мотоцикла. Куда он тут мог поехать? У меня прям настроение поднимается. Радость такая. Преодолевать вот эти вот вершины. Одну за другой. Все выше. Ты видишь, например, поднялся я на вот эту гору скалистую. Да, хотелось мне снизу туда подняться, сюда. Сюда забрался, сейчас смотрю выше. Еще хочу туда пойти посмотреть, что там будет за той горой. И вот так все выше и выше. А потом, Джина, нам спускаться с тобой будет. Знаешь, как сложно. О, я вспомнил, почему, когда мы в Черчике пацанами ходили на холмы, почему там много щеглов было, стаями, большие стаи. Потому что там поля были подсолнухов. О, вспомнил. Эти же щеглы семечки едят. И вот на подсолнух на поле приходишь, и они прям вот так вот тучами летают. А здесь в горах жрачки мало. Они могут здесь пролетать, да. Но, скорее всего, уже сытые, и ты их не поймаешь. Фу. Короче, я, друзья, по ущелью когда шел, и слышу такой звук. Как будто ракета летит. Я вот так голову поднимаю, а там луна, месяц. Там, короче, голову поднимаю, а это этот, то ли ястреб летел, крылья вот так сложил, и вот так вот, как пуля, и от него звук такой, как будто ракета летит, знаете. То ли это ястреб был, то ли это кеклик был. Они тоже быстро летают, кеклики. Но, скорее всего, ястреб, потому что звук такой, как у ракеты. Только вот эти соколиные могут так быстро летать. Вот они, кеклики полетели, слышите? Вот это металлическая конструкция, откуда здесь взялась. Вот. Кто ее сюда привез и как? Только, наверное, может, это был вертолет? Что такое?
какой-то винт. Что это было? Вон. Яджин. Ну пойдем туда, что ли, поднимемся. Я хочу подняться на ту гору, чтобы, допустим, оттуда был виден вот такой же обзор, но только уже в ту сторону, понимаете? А я все иду, они все выше и выше гор. Я дошел до снега. Он такой прям ледяной, смотри. О! Зинка, ты что там нашла? Добычу? Давай. Попробуй сама себя прокормить. Какой-нибудь тушканчика. Землеройку найди, съешь, мышку там всякую. Вот это что такое, кто знает? Походу помет кикликов. Вон их много. Походу здесь стайка сидела. Тусовалась. Вика, не хочешь свои отпечатки здесь оставить, Лав? Следы. Так, чьи следы? Лошадка, наверное. Смотри, как пошли. Вон два, вон один, вон второй. Смотри, как они летят. Крылья такие огромные. Ох, как дельтапланы, смотри. Обалдеть. Они друг за другом летят, вон второй. Короче, сейчас по навигатору смотрю, что я вообще в другой стороне. А мне надо вот именно туда, куда камера смотрит. Здесь горы, ущелья, высокие горы. Лиса или волк. Смотрите. Друзья, смотрите, волк или лиса. Вон побежал туда. Серый. Лиса же она рыжая. Вот, обожаю я такие прогулки с собакой. Тишина. Ни одного человека нету. Подальше от цивилизации. Я так кайфую, когда вот наедине с природой остаешься. Даже ветра нет, прикиньте. Только птички поют и зверушки где-то бегают. А город прям как на ладони. А там вот все горит что-то. Красота, да? Все, решили, короче, назад, да, обратно пойти к машине, потому что там все выше, 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 бесконечно. Горы, они бесконечные. Вот так вот я смотрю на вот этот ближайший поселок Тавакса или там Газалкент, может Черчик. Все так хорошо видно, четко. А если вот дальше туда смотреть, видно, что какие-то высотки там огромные, много прям зданий. Наверное, это Ташкент там вдалеке. И все прям в какой-то дымке. Может, это смог. Вот прям, знаете, вот так вот дымка прям над городом. Многие жалуются в интернете, что в Ташкенте нечем дышать. То химией какой-то пахнет, то там гарью. Ну, у меня бывает иногда такие, да, что чувствуется. Но не всегда. Некоторые люди в каких-то районах прям говорят всегда. Дышать вообще невозможно. В масках ходят. Может быть, я уже привык
И для меня это как бы нормально, я особо не замечаю. Ну вот здесь, например, очень свежий воздух. Вообще нереально свежий. Чувствуется прям такой свежий, тонкий, мягкий. А там, походу, в Ташкенте, там вот, здесь же горы, а там равнина. И, видимо, все оседает, ветра особо не бывает. И, походу, вот поэтому там вот эта дымка. Теплицы, там стройки, вся вот эта пыль, она никуда не уходит. Я думаю, что это из-за вот этих строек, из-за теплиц, может быть. Вот, видите, дырка. Носом сразу туда своим. Чем пахнет, да? Если рыть не будет, значит там уже давно кого-то нет. О, свежий. Запахло, значит надо порыть. Значит там кто-то был недавно, да? А вот эти орлы, они вот так вот парят наверху. И, например, землеройка выползла, ползает, и он его сверху, бац. Они же глазастые эти, хищные птицы. Сижу я так вот на камушке и смотрю вдаль. Чувствуется какая-то, знаете, власть над всем вот этим вот крохотным миром. Как будто ты тут повелитель такой сидишь на троне, на самой высокой горе. И все вот это вот оно твое, и ты вот так вот по щелчку всем управляешь. Прикиньте, на самом деле вот так оно и есть. Кто-то вот наверху вот сидит где-то и вот этим вот всем управляет. А вот это вот все, это я в том числе. Только когда ты там находишься, в этой системе. А когда ты здесь уже, в горах, вне системы, ты уже по-другому на все это смотришь. Как будто бы ты знаешь, это начинаешь все понимать, что тебя туда загнали, ты вынужден, ты привязан к работе, живешь в этом скворечнике. И вот так вот день сурка. Работа, дом, работа, дом. Зарплата копеечная для того, чтобы ты не думал, не созидал, не думал, что может быть другая жизнь. Вот. А смирился с тем, что у тебя есть, и так вся жизнь проходит. Тебе навязывают какие-то принципы. Ты должен там родить детей, ты должен построить дом и всю жизнь вот это вот на это работать. А когда ты вот сидишь на горе, и ты понимаешь, насколько безграничный оказывается мир. Вот ты там сидишь, узко мыслишь, вот так, работа, дом, жрачка, поспать, работа, дом, жрачка, поспать. Все. Ты больше ни о чем не думаешь, как бы денег достать, чтобы там прожить как-то. А вот сидишь вот на горе, например, как орел, да? Сидишь, просто там наблюдаешь. Хоп, тушканчика поймал, схавал, полетел на другую гору, кайфуешь, короче. Даже в горы уходить, вот так в тишине побыть, и какие-то у тебя сразу мысли появляются. Ты начинаешь думать, шире мыслить начинаешь. У тебя появляется время, да, подумать о чем-то там другом. Да, Джина? Ты моя сладкая. Дима, такая классная. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Составишь мне компанию в любое время года, 24/7. Куда захочешь, туда и пойду. Джина, аккуратно, ну тебя сейчас снесет и покатишься. И вон там дальше, наверное, Ташкент, Черчик. А вот это вот там дальше, видите, вот холмы. Там полигон, где стреляют, слышны, вот там танки ездят. 3-й микрорайон, там городское кладбище. Там дальше это, значит, аэродром какой-то есть, Черчикский. В общем, вот там на холмах и птиц дофига, потому что там и поля подсолнухов, там очень много вот этих щеглов.
А здесь в горах им делать нечего. Здесь вот только колючки, репейник, да, мало еды. Все щеглы там, на холмах. Короче, друзья, мне сейчас 2 смс-ки пришли. Ну, не прямо сейчас, чуть попозже. Смотрю, какие-то смс-ки. Козонгстон, гя, хушки, липсис, прикиньте. Ну, там же граница с Казахстаном. И что-то там про роуминг мне пишут на узбекском или на казахском. На узбекском, наверное. Короче, я уже на границе с Казахстаном, видимо, недалеко, может уже за границей. И я уже в роуминге, значит. Мне пишут, что я в роуминге, там какие-то цифры, 140 с чем-то суммов там. Короче, в интернет лучше не заходить. Интернет вроде бы как есть на макушке на самой, если, но он что-то вроде есть, но зайти я никуда не могу. Мне вот этот парень на мотоцикле вчера сказал, что здесь нет медведей, а тут, видимо, медведи есть. Вот смотрите, прям видно лапа медвежья и вот когти, ну, пальцы. Смотри, вот какая лапа. Да, Джина? Это же Мишка прошел. Вон еще лапа. Он, походу, бежал, да, он бежал. Если бы он шел, здесь бы тоже был бы след. А он вот бежал, вот, раз лапа, вот 2. И дальше вот он бежит. Вот он бежит. И туда бежит. Вот они, лапы, видите его. Куда-то туда побежал. Кстати, к нам, может быть, бегал ночью. Короче, много всяких лекарств, вот таких вот, ципрофлоксацин. Там вон какие-то лекарства, здесь. О, фонарик, видимо, кто-то здесь распаковывал. Интересно, да, вот так после кого-то прийти и разгадывать, чем тут кто-то... А, ну вот, видите, тут сколько помета. Здесь, походу, был загон и жила скотина летом, наверное. А тут вот койка, костер жгли, полочка. Вот даже дом не надо, потому что здесь дождей не бывает. Полочку такую забабахал, койку положил, да, матрасы, воду где-то там в каньоне добываешь, и все. И ничего тебе больше не надо. Ружье еще надо, чтобы пищу добывать. Слушайте, они как взлетают, как вертолеты. Киклики эти, куропатки, как они называются. Вот этот уже такой мягкий стал, смотрите. Его кушаешь, он сладкий-сладкий. Прям вот так берешь, кушаешь. Обалдеть, вкуснятина. Смотри, какие трубы тут. Пластмассовые. Там тоже 3 штуки валяются. Денег, наверное, стоит. Воду, наверное, с гор как-то они тут пропускали через эти трубы. Интересно, почему это дерево окрашено вокруг? Либо это загон для скотины. Потому что здесь, видите, такое густое дерево. И, видимо, тень дает. Летом очень жарко. Чтобы никуда скотина не уходила. Видите, сделали такой загон. И с 2 сторон двери такие. О, калитка. Прикиньте, такая интересная. А дерево прям такое густое. Баклажек полно. Тут какая-то дуга, видимо, материал. Наверное, вот так вот ставили материалом сверху, чтобы от солнца. Ага. Шкура какая-то. Медвежья, наверное. Молодец, Джина. Так ее, так. Рви ее, Джина, рви. Вот так, молодец. Пошли.
Пошли. Вот на этом подъеме вчера пацан мотоцикл свой не мог поднять. Бросил его где-то здесь. Эти следы. И пошел ко мне. Здесь реально тяжелый подъем. Крутой. Видимо, у него где-то заглох тут. И вот он так на мотоцикле рассекает. Дрын-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Ну чё, Щегол, как ты тут без нас? Были, нет, друзья твои? Нифига ничего не поймалось. Нету тут щеглов. Дина, миску дай мне, апорт, миску. Молодец, давай сюда. Ой, ты моя сладкая. Покушала, вымыла, папке принесла. Ну, что за собака, умная. О, зор. Вообще зор. Ай, молодец. Хороший ишак. Ишак, да, ишак? А как, чтобы он чуть-чуть пошел? Что делать надо? Вот так? Бор, эть. Куда? Вот сюда? Да. Эть. Не идет. Эть. Давай, пошли. Вперед. О! Дина, пошли. Бор. Оп. Вот так надо. Вперед. Все? Не, снимай, я хочу чуть-чуть прогуляться. Чего он не идет? Как он этот? Газ, что ему сказать, чтобы он вперед пошел? Что сказать надо? Давай. Хороший такой чувак разрешил посидеть мне на ишаке. Смотри, я на ишаке сижу, охренеть. Тебе не тяжело, малыш? Тебе, наверное, тяжело. Сейчас я слезу. Я первый раз в жизни на ишаке сижу просто, ребят. Вот смотри, как этот всадник, как они называются? Дон Кихот. Давай. Он так идет, как будто бы сейчас упадет вперед. Надеюсь, он не будет меня скидывать. Почему он не идет, а? Что надо сделать, чтобы он пошел? Вот это я так понял, что когда дергаешь, он тормозит. Тормоз. А как газ? Вот так типа. Смотри, он побежал, бараны в другую сторону пошли, а он побежал типа их направить в другую сторону. Короче, вот, друзья, надо еще уметь управлять ослом.
Не каждый может. Он такой мягенький, такой классный. Осел, смотрите, какой пушистый. Ну давай меня чуть-чуть прокати. Что надо делать, чтобы ты пошел? Давай. Давай, давай. Молодец. Хоп. О, пошел. Хоп. Эх. А как это управлять, чтобы он вправо пошел? Давай. Не знаю. Ногами, я думал, вот так надо делать. О, пошел. Смотри, палка упала, блин. Давай, Ладно, не буду его пинать, жалко. Наверное, как-то палкой надо вот этой вот что-то ему куда-то делать, чтобы он пошел. Ладно, я слазю, братанчик, извини. Держись, только не падай. Ох, молодец, осел. Ты такой розовенький, то у тебя глаза такие печальные. Ты добрый, да, ослик? Может тебе покушать что-нибудь дать? Смотри, какие у него ноздри. Бедные глаза такие. Люди делают со мной, что хотят. Ты что там жуешь? Ты жуешь что-то? Я тебе сейчас яблочко дам. У меня яблочко есть, братанчик. Такой классный. Хозыр, подожди, не уходи. Яблочко сейчас я ей дам. А Джина, она может в него вцепиться, потому что я вижу по ней, она прям целенаправленно целилась. Вот сейчас айву дам, айву. У меня кусочек айвы вчерашний остался. Смотри, с руки не берет. С пола взял, с земли. Ослик. Смотри, как хабает, а с руки не берет, смотри. Смотри. Боится пальцы захватить, наверное. Смотри, как голодный, прям так хавает. Ох, как чумакает. Ну, хороший ослик. Можно тебя погладить? Я тебе сейчас еще яблочко принесу. О, съел с руки. Он, наверное, просто не видит. У него морда длинная, наверное, он не видит. И боится руку мне повредить. Хавает с руки. Ворос, не бойся. Я тебя не обижу, дружок. Глаза у тебя добрые. Ты такой хорошенький ослик. Ну не бойся, я тебя не обижу. Ай ты, смотри, мою руку хочет он. Она пахнет яблочком. Такой ослик. Женка за мной наблюдает. Смотри, листья хавает. Пообщались мы с этим парнем. Ему 37 лет. Я говорю, братишка. Он говорит, мне, говорит, ну, брат. Не запомнил, как сложно имя. Я что-то даже выговорить не смог. Я говорю, короче, брат, просто брат. Я брат, ты брат. Мы братья друг другу. Классный пацан, говорит, давай телефонами обменяемся. Я говорю, а как мы будем общаться, если мы не можем понять друг друга? Он по-русски не понимает, а я по-узбекски. А так классный пацан, добрый. Здесь, говорит, медведей нету. Волки, если могут быть, то он говорит, у меня палка. Ружья нету, разрешение надо. Он говорит, вон собака стоит. Собака, кстати, умная. Ну, он говорит, это не алабай, но он большой. Он уже сюда начал близко подходить. Я Джину взял на поводок.
Говорю, скажи, чтобы он не приходил, а то подерутся. И он ему так, эй, крикнул, и он ушел, прикиньте, вообще. Вот так они, короче, эй, и все, он уходит. А, короче, осла надо сильнее вот так вот бить, чтобы он пошел по жопе палкой. Я сейчас видел, он как дал ему один раз, он побежал аж. И вот так он с утра в 5 уходит, говорит, потихоньку вот так идет. А медведи, говорит, есть там на схеме, где эти нефритовые озера, он сказал, нефритовые. Вот там, говорит, медведей много. Ну, отсюда 150 километров, говорит, далеко. А здесь, говорит, медведей нету. Иди гуляй, Зиночка привязал ее, чтобы они там... Чтобы она осла этого не укусила. А то она же может подбежать к ослу, а он ее легнет, не дай бог. А они лягаются, как даст один раз. И все, кирдык собаки. Но она в горло целится. Может схватить в горло и повиснуть, нафиг надо. Ой, у меня тут вода черток. В прошлый раз я брал 0,5. Мало было. Сейчас вот взял, сколько здесь, 2 литра, наверное. О, она такая вкусная. Как будто бы чуть-чуть соленоватая, что ли, газированная. Но газы у нее вообще другие. Вот если взять банаку, например, у нее газы другие. А у этой другие, и она вкусная. Короче, время пришло пообедать. Я одно яблоко отдал ослу, а второе вот этому парню угостил. А у меня есть яички. Мама яички положила. Сейчас будем кушать. Яички есть и вот такие вот вкусняшки, печенюшки. Классный такой пацан. Вот так делаем. Я думал, он там стреляет. Оказывается, он просто камень, может быть, бросил, крикнул. Я думал, у него ружье есть, но там кикликов. Киклики просто полетели. Он говорит, нет, ружья нету, разрешение для него надо. После осла надо руки хоть помыть. Парень такой классный, я говорю, давай сфоткаемся. Он так колоритно одет, чапане, такой весь в кирзачах, такой весь реальный пастух. Я люблю таких людей, они такие добрые все, приветливые, общительные. Я говорю, давай видео сделаем вдвоем. А он говорит, нет, мне стыдно, говорит, у меня вот эта одежда грязная, некрасивая. Давай, говорит, в Телеграме телефонами обменяемся, будем общаться. Я говорю, как мы будем общаться? Мы друг друга не можем понять сейчас. Яички. Блин, я вот офигеваю над ишаками, как им тяжело. Вот он этого чувака на своем хребте, горбу, возит по этим горам весь день. Прикиньте, весь день. Это ты сам пешком попробуй подняться в гору. А это ишак, он тяжелый. А плюс еще и на 70-80 килограмм на горбу. И вот он уже забрался на самую туда вершину горы, там орет своим бараном. Классно яички с утра заходят. Обед, завтрак.
Даже хлеб не хочется. Я у него попытался спросить, говорю, откуда вот эти стрельба слышна? Бух, бух. Ну, я вот так сказал ему, бух, бух. Откуда, говорю? Он говорит, Черчик. Я так и думал. Я же сам с Черчика, и мы когда ходили на полигон, там были военные части. Раньше там было большое кладбище танков, военной техники, сломанные. И много частей там в горах, в этих, на холмах стояло. А сейчас там есть полигон. И вот там и танками, из танков стреляют, и с автоматами, в общем. Стрельбище там, короче. В Черчике. Ну, я так и знал. Просто здесь он сказал эхо, эхо. Оттуда стреляют, и сюда по ущелью приходит эхо. Я сюда по ущелью вниз приехал, а я говорю, как туда проехать дальше? Он, оказывается, сказал, вот здесь вот наверху, на горе есть дорога. Через тот поселок, надо знать, там есть дорога, оказывается. И вообще, говорит, далеко-далеко можно уехать. Ну, видишь, я же не знал, куда ехать. Ну ладно, нам так далеко не надо. У нас же не броневик, я сюда такое когда ехал. Там такие места, пипец. Местами я вообще не мог проехать. Буксует. То вот так она как-то наклонится, колесо прокручивается. Страшно, короче, в таких местах. Ну, если была бы горная резина с хорошим протектором мощным, который сцепление с дорогой, с камнями хорошее. А вот тут покрышка городская, она как бы, если вот песок, она и глина, она будет скользить. А горная, она цепляется вот за все. Поэтому она и толще, и безопаснее в такие места ездить. Поэтому Коптива, конечно, она молодец. В горы нормально прям так тянет. Но надо колеса хорошие поставить. Соответствующие горам. Просто я если думаю поставить, но если по городу ездить, она, наверное, шумная будет, резина такая. Полугорную может найти такую какую-нибудь. Пипец, он уже забрался там по горам. Я говорю, ты куда уходишь? Он говорит, вот так, с утра до вечера по горам, вот так вот ходим. Туда-сюда. Я думал, они траву хабают. Оказывается, они вот это вот, листья, деревья, все вот это хабают, кроме колючек. Еды, короче, там полно. Классно в горах. И люди встречаются добрые, приветливые. Хоть мы и не понимали друг друга, но как-то пытались поговорить, пообщались, так знаете, на позитивной ноте, так классно. Хотел с ним сфоткаться, блин, так он не захотел. Стесняется. Стыдно. Смотрите, как он высоко забрался. Охренеть, да? Вау! 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 Салам алейкум. Нельзя, на. Не тронет. Здравствуйте. Как жизнь, нормально? А, это другой уже мотоцикл. Понимаете по-русски? Это по-русски. Просто это вчера ночью молодой парень тоже на мотоцикле ездил. Мотоцикл есть? Да, вот так вот оттуда сюда приехал. Ночью. Ночью? Пацан. Бола.
Бита была, мотоциклга ночью. Kechami? Все. Men naryoq bilan chiqib bundoq tushib kelyapman. Короче, он это, сломался что-то у него там. И я ему толкал. Rus ya o'zbek bola? Узбек. O'zbekmi? Узбек. По-русски тоже не понимает. Это Иш или Урал? Иш. Planeta 5. Зорку, да? Zo'r. Каньон, где каньон? Kanyon. Большой kanyon? Таваксай каньон. Kanyon. Каньон, каньон. Kanyon, что это kanyon? Ну вот это вот типа А. горы, вот это, каньон. Tasba menda tas. Таваксай каньон. Ha? Tashla u yo'lning jag'asi Utash deydi. Просто я по навигатору приехал, а А. оказывается не то. Navigator не то, вам? Да, не туда привел. Оказывается, где-то там каньон. Там. Yo'da Наверное, водопад. вот водопад, главный водопад. Водопад. Туда о, А дорога где дорога? дорога в yoqda. Отсюда не проедешь? Короче, Поселок, kelayotganda Кишлак. направо, tуда kelayotganda налевоga chiqish kerak. Налево, keyin дальше. Далеко сколько километров? 5, 5 километров от поселка, да? да, поселкаdan 5 kilo. Свишка есть? А, бор. Надо? Ищ планета 5. Ну-ка. Какой год это мотоцикл? Год. Год. 80-е и 90-е. Здорово вообще. Тоже классно такой мужичок. Но это уже другой. Тоже Иж, но это другой мотоцикл. Там был пацан молодой, а этот дядька взрослый. Что тебе, оси надоели, да? Жужжат. Спать не дают Джинки. Смотри, Джина, поймаешь, ужалит. Нельзя ловить их. Джинка, ты с ума сошла? Они ее раздражают, она на них, смотри, скалится. Нельзя, Джина, нельзя. Нельзя. Джина, они не перестанут летать, и всех ты не переловишь. Джина, нельзя. А ужалить, она тебя ужалит с удовольствием. В рот. Нельзя, Джинка, отстань от нее. Фу. Она тебя дразнит специально, на эмоции выводит. Хейтер. А ты провоцируешься, а ты ведешься на это. Иди лучше туда, да, поваляйся. На солнышке их нету. Давай, опусти. В горку решил Джинки побросать. Вот и тормози, скоростная. Назад. Да не ори ты, что орешь? Медведя разбудишь. По камере смотришь, как будто прямая дорога, но на самом деле тут подъем нормальный прям. Дай. Апорт. Видите, как оно в гору залетает. Вот нагрузка для собаки. Да, Жена? Хорошо тебе? Опа. Щеглов нет, хоть собаку погоняю.